Приветствую вас, мои дорогие подписчики. Сегодня фильм «Криминальный город», 2017 год, автор сценария и режиссер Кан Юн Сон. В главных ролях Ма Дон Сок и Юн Ги Сан. Жанр криминальный боевик. Если честно, то это не мой жанр. Это все из-за Юн Ги Сана. Бюджет я не нашла, сборы округлено $53 миллиона. Теперь сюжет. В 2004 году полиция Сеула провела операцию по зачистке китайского квартала. То есть фильм основан на реальных событиях. Бандиты, корейцы китайского происхождения, доставляли много хлопот как бандитам-корейцам, так и полиции. Вот об этом фильм. Актер Ма Дон Сок исполняет роль полицейского. Впервые я его заметила в фильме «Поезд в Пусан». Почитала его биографию. Оказывается, он гражданин США. Когда ему исполнилось 19 лет, они переехали в США. Настоящая фамилия Ли. Получил образование в Колумбийском университете, направление здоровья и физвоспитания. В молодости работал тренером боевых искусств. Его учениками были профессиональные американские борцы Марк Коулман и Кевин Реддлман. Кстати, в интернете я видела фото в молодости. Совсем не толстый, накачанный и очень симпатичный. Потом он вернулся в Корею и в 2004 году дебютировал в мелодраме «Танец с ветром». Ну и одна из последних работ – роль супергероя Гильгамеша в блокбастере «Вечные», где снимались Джоли и Хайек. Почему я затронула биографию Ма Дон Сока? Просто я уже видела кадры Джоли и Ма и думала, как его пригласили без знания английского, а оказывается, он гражданин США. Ну так вот, персонаж Ма Дон Сока – это не безупречный образ копа. Он берет деньги у бандитов, выпивает с ними, пользуется услугами проституток, применяет насилие при допросах и так далее. Но тем не менее он по эту сторону баррикад. Теперь о Юнге Сане. Начинал как модель и музыкант. В 2012 году дебютировал в историческом сериале «Вера». В общем, ничего примечательного в его биографии нет. Как он попал в поле моего зрения, я уже точно не помню. Есть такой сериал «Шоколад». Сериал никакой, но там играет Ха Джи Вон и Юнги Сан. Это я потом поняла, что это был Юнги Сан. Совершенно безликий персонаж. Мало того, он показался мне совершенно несимпатичным, с дурацкой прической. Потом я видела «Пансанская гончая» и сериал «Последний», и меня вдруг осенило, что в «Шоколаде» был он. Вот пока писала все это, вспомнила. В первый раз я его видела как раз-таки в «Криминальном городе». Его появление в кадре, эти длинные волосы, которые он не торопясь собирает в пучок и перетягивает резинкой, как женщина. Потом садится на корточки, к нему приехала глава банды, с членом которой персонаж Юнги Сана разбирается, выбивает долг. Так вот, глава банды подходит к бандиту-китайцу и говорит ему: «Ты кто такой?» в уничижительной форме. А тот отвечает: «Я коллектор». Внезапно достает небольшой нож и наносит удары и главе банды, и должнику. А до этого они кувалдой били по его кисти. Я помню, когда видела этот фильм в первый раз, не могла смотреть. Жестокость без границ меня просто ошарашила. И персонаж Юнги Сана меня просто убил. Вернее, его игра. А когда до меня дошло, что в «Шоколаде» тоже был он, я не могла поверить в это, насколько это были полярные образы. Вот, собственно, в фильме показано противостояние не совсем порядочного копа и дичайшего бандита-головореза. В фильме все время подчеркивается, что эти бандиты китайцы беспредельничают. Сцена в борделе была с одной стороны комичной, потому что в этом борделе зависал наш коп, а с другой бандиты-китайцы во главе с персонажем Юнги Сана взяли и отрубили руку топором менеджеру-бандиту-корейцу, когда он наехал на них за то, что они обходились непотребно с проститутками. И еще была смешная сцена, когда коп расспрашивает бандита об этих китайцах, жуя уличную еду и подсовывая бандиту какой-то пирожок. И в итоге заставляет бандита заплатить за все. Да, совсем аморальный тип. Кстати, персонаж-бандит Юнги Сана щелкал семечки. Меня это удивило. За границей нет культуры щелкать семечки. Там их продают как еду для животных. Так вот, бандит щелкал семечки, между делом отнял игровой клуб у другого бандита и говорит ему: «Ты больше сюда не приходи». А шеф копа переживает, что из-за всех этих разборок ему не светит повышение. В общем, как говорится, ничто человеческое нам не чуждо. Копы, у которых нет совсем денег, и которые они украли у шефа, сходили в баню и стиранные носки сушили феном. Молодой коп с лицом ботаника пошел следить за бандитом, а тот его облил кипящим маслом. Лежа в больнице, он сообщает шефу, что не вернется на оперативную работу. На что инспектор говорит: «Все боятся, просто виду не показывают». Инспектор Ма, да-да, авторы не стали заморачиваться, оставили фамилию актера персонажу копу. С одной стороны,
ублюдок, нарушающий закон, будучи блюстителем этого самого закона, а с другой заботливый отец для чужого подростка, хозяина забегаловки. Вот так в одном человеке уживается темное и светлое. Когда коп допрашивает одного из бандитов с пристрастием, которого он задержал, тот с возмущением спрашивает: «Разве такое разрешено?» Коп отвечает: «Да, если речь идет об убийце, как ты». Мне это все напомнило Жиглова. Вор должен сидеть в тюрьме. Сцена, где персонаж Юнги-сана, пришедший на праздник, крошит всех топором, просто шокирует. Я подумала, а не вредно ли людям смотреть подобные фильмы. Эпизод разборок между ведомствами развеселил меня, когда наши герои на ходу сочиняют план операции по поимке китайских бандитов, суля своему шефу первые полосы газет. Вообще-то Ма – это китайская фамилия вроде. Наделив копа этой фамилией и намекнув на его происхождение, авторы решили снивелировать китайское происхождение бандитов. Это мое предположение. Странно, когда я решила сделать обзор, я переживала, что мне нечего будет сказать, а теперь боюсь, что ролик будет слишком длинным. Апогеем фильма является финальная схватка двух персонажей Мадон Сока и Юнги Сана. Рукопашный бой, на мой взгляд, отлично поставлен, и тот факт, что Мадон Сок боец, не вызывает сомнений в достоверности происходящего. Фильм получился, по-моему, благодаря Мадон Соку и Юнги Сану. Чтобы так сыграть подонка, надо самому быть немножко таким, или быть профессионалом. Хотя Ким Ки Дук считал, что сыграть головореза, размахивающего кувалдой, очень легко. В каждом из нас глубоко внутри сидит такой головорез. Ну, может, не точно такой. Ну, в общем, нехороший человек. Это лучшая роль Юнги Сана, на мой взгляд. Мадон Сок просто прелесть. В фильме очень много приколов, очень много жестокости, но таков этот прекрасный и ужасный мир, состоящий из сплошных противоречий. На сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, кто не подписался.